Краматорске есть дом, который почти 10 лет медленно подтачивал здоровье своих жильцов, а понять причину не мог никто. Сначала в одной квартире не стало 18-летней девушки. Врачи записали истощение, слабость, тяжелое нарушение состава крови. Родители простились с дочерью и решили, что просто не повезло. Через год в той же квартире слег ее 14-летний брат. Те же симптомы, те же анализы. Еще через несколько месяцев также ушла их мать. Соседи начали шептаться про несчастливое жилье, но свободных квартир в городе не хватало. Эту отдали новой семье, и там довольно скоро тяжело заболел еще один подросток. Причина пряталась в стене, точнее, крошечная деталь, замурованная внутри бетонной панели размером 4 на 8 мм. Найдут ее только в 1989-м, и то по чистой случайности. Как эта деталь попала в стену жилого дома, придется отматывать в 70-е на гранитный карьер под Донецком. Там, в радиоизотопном уровнемере, стоял источник на основе цезия-137. Штука эта нужна, чтобы измерять, сколько щебня в бункере, не заглядывая внутрь. Источник светит сквозь толщу камня квантами гамма-излучения. Датчик на другой стороне ловит, сколько прошло насквозь. И по остатку сигнала прибор понимает уровень засыпки. Полный бункер глушит сигнал, пустой пропускает почти все. Удобно, дешево, лишних рук не требует. Одна беда. Сам источник размером с фалангу пальца. И если крепеж ослаб, а рядом ссыпают тонны камня, потерять его несложно. Судя по всему, в какой-то момент капсула выпала из прибора прямо в кучу готового к отгрузке щебня, и сверху ее накрыло новой порцией камня. Дальше начинается то, что комиссия потом опишет предельно сухо. Поиски были организованы неудовлетворительно. За этой формулировкой стоит обычная производственная спешка. Щебень с карьера считался хорошим и шел в том числе на олимпийские стройки в Москве. 80-й год был на носу, план требовали любой ценой. Останавливать отгрузку ради поисков одной капсулы никто не стал. Через какое-то время источник признали безнадежно утраченным. Дело закрыли, а щебень с ним уехал на завод железобетонных изделий, где из него отлили стеновую панель. Дальнейший путь этой капсулы неприятен именно своей будничностью. Из карьера в вагон, из вагона на бетонный завод, из бетономешалки в форму для стеновой панели, из формы на стройплощадку. На каждом шаге рядом были люди, и никто ничего не заподозрил, потому что гамма-излучение не пахнет, не греет ладонь, не звенит. Прибора, который поймал бы капсулу за секунду, на этом маршруте просто не было. Тогда никому и в голову не приходило, что в щебне может ехать источник излучения. Панель поставили в новый 9-этажный дом номер 7 на улице Гвардейцев-Кантемировцев. Дом сдали в 80-м. Заселили быстро. Люди клеили обои, вешали ковры, расставляли мебель. Кровати в одной из квартир поставили как обычно, и одна из них встала вплотную к той самой перегородке. 200 рентген в час. Столько выдавала капсула сквозь бетон. Не в год, не в месяц, в час. Годовую безопасную дозу человек у этой стены набирал за время, пока пил утренний чай. И работал источник ровно так, как задумано физикой. Доза падает с квадратом расстояния, поэтому сосед за стенкой отделывался легким фоном. А тот, чья подушка лежала в полуметре от панели, каждую ночь получал что-то вроде сеанса лучевой терапии, только без опухоли, которую надо было бы лечить, и без врача, который бы это вовремя остановил. Здесь и кроется главная беда краматорской истории. Радиация в те годы жила в голове советского человека где-то рядом с атомной станцией и военным полигоном. Мысль, что она может сидеть в стене обычной 9-этажки на 6-м этаже, врачу просто неоткуда было взять. Поэтому в карточках писали лейкоз, разводили руками, говорили про наследственность, про экологию, про что угодно. Прибор, который снял бы вопрос за 5 минут, никто и не думал нести в жилую квартиру. Сломал эту логику один отец. Его сын, тот самый подросток из второй семьи, повесил над кроватью ковер. Когда мальчика не стало, отец заметил на ковре странную выжженную проплешину ровно напротив стены. Совпадение выглядело слишком настойчивым, и он добился, чтобы в квартиру пришли люди с приборами. Дозиметр у бригады подскочил так, что подъезд отселили в тот же вечер. Что было дальше, похоже на аккуратную инженерную процедуру.
Кусок стены с сильным излучением вырезали и повезли в Киевский институт ядерных исследований. Извлекли капсулу, прочитали заводской номер, и он привел ровно туда, откуда все началось. На тот самый карьер, к той самой потере. Так подтвердилось, что это не какая-то новая беда, а все та же капсула, пропавшая еще в 79-м и тихо проехавшая полный путь от щебенки до жилой стены. Сколько человек в итоге не пережило это соседство, точно не скажет никто. В источниках цифры расходятся. Где-то называют 4, где-то 6, и часть из них были детьми. Еще 17 жильцов получили официальный статус пострадавших. Дом стоит до сих пор, только улицу переименовали. А фон в нем давно обычный, потому что злополучную панель заменили. Меня в этой истории цепляет арифметика тишины. 81 год – первый тяжелый случай. 89-й – последний. Между ними почти десятилетие, за которое одни и те же симптомы у людей с одним и тем же адресом ни разу не сложились в единую картину ни у одного врача. Взрыв слышно, пожар видно, а это просто копилось в анализах год за годом, пока кто-то не посмотрел на прожженный ковер и не задал неудобный вопрос. И ведь дом не снесли. Заменили панель, вычистили квартиру, довели фон до нормы, а люди в остальных подъездах живут там и сейчас. Таблички, что здесь произошло, на нем нет. Проходишь мимо обычной девятиэтажки и не догадаешься, что несколько лет одна ее квартира работала как медленный, никем не замеченный облучатель. Кстати, про неудобные вопросы. Если вам заходит, когда историю раскручивают вот так, от заводского номера к архивной папке, а не пересказывают чужой ролик своими словами, то нам по пути подписывайтесь. Дальше будет еще. И каждый раз я стараюсь докопаться до документа, а не до эффектной легенды. А теперь давайте посмотрим, что бывает, когда скрывают не одну капсулу, а целый взрыв. И не 10 лет, а 32 года. 29 сентября 1957 года, в начале 6-го вечера, на комбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск 40 рвануло так, что бетонную крышку весом в 160 тонн отшвырнуло в сторону, как картонку. Комбинат этот был не электростанцией, а военным заводом. Здесь нарабатывали плутоний для первых советских бомб, и отходы такого производства складывали в закопанные в землю емкости из нержавейки в бетонной рубашке. Эти баки постоянно грелись изнутри сами по себе, от собственной радиоактивности, и чтобы их не разорвало, вокруг гоняли охлаждающую воду. Причина катастрофы по нынешним меркам почти издевательски бытовая. У одной такой емкости отказала система охлаждения. Контроль за температурой к тому моменту был налажен спустя рукава. Датчики давно барахлили, и утечку заметили не сразу. Вода из контура выкипела, отходы остались наедине со своим собственным теплом. И раствор радиоактивных нитратов, который на комбинате запросто звали банкой, разогрелся примерно до 350 градусов. При такой температуре нитратно-ацетатная смесь ведет себя как порох. Никакой ядерной цепной реакции, чистая химия. Людям, впрочем, от этого различия было не легче. В воздух ушло около 20 миллионов кюри. Голое число тут ничего не говорит, поэтому вот ориентир. Чернобыль почти 30 лет спустя выбросит порядка 50 миллионов. То есть здесь, на Урале, в 57-м поднялось примерно 2/5 от того, что позже напугает весь мир. С одной оговоркой: об этом мире тогда никто не собирался сообщать. Основная, самая тяжелая часть загрязнения, около 90%, осела прямо на территории комбината, но и того, что унесло ветром, хватило с лихвой, а уносило далеко. Ветер в тот вечер тянул на северо-восток и гнал облако километров на 300, оставляя за собой узкую вытянутую полосу зараженной земли. Позже ее нанесут на карты и назовут Восточно-Уральским радиоактивным следом. Внутри этой полосы оказались 200 с лишним сел и деревень в 3 областях. И жили там люди, которые еще много лет не будут знать, почему их места вдруг стали особыми. Само название, под которым авария вошла в справочники, выдает степень секретности. Челябинска 40 на картах не было вообще.
Когда данные о выбросе начали просачиваться за границу, западным аналитикам не за что было зацепиться, кроме ближайшего городка, который на картах все же значился – Кыштыма. Так, взрыв, к которому Кыштым не имел прямого отношения, навсегда получил его имя. Людей под облаком в первые часы не эвакуировали и не предупредили. Осень, воскресенье, кто-то возился на огороде, кто-то шел с работы. Радиоактивная пыль ложилась на крыши, на грядки, на белье, развешанное во дворах, и никто не понимал, что происходит. Те, кто в момент выброса был в поле, вспоминали потом, что почувствовали себя плохо почти сразу. Власть по-настоящему зашевелилась только через несколько дней, когда в одном из сел заметили странно светящийся налет и ожоги на шкурах скотины. Ликвидация вышла чудовищной по размаху. По разным оценкам, в первые годы на нее ушло около 6% бюджета всей страны. А через зону прошло порядка 30 тысяч работников комбината. Формально каждому полагалось за смену получить не больше строго отмеренной дозы. Но фронт работ был такой, что людей на безопасную ротацию попросту не хватало, и допустимые пределы регулярно превышали. Убирали зараженный урожай, забивали и закапывали скот, снимали и вывозили верхний слой почвы с полей, где еще вчера пасли коров. Часть деревень пришлось расселить и снести целиком, вместе с колодцами и печами, чтобы люди не потянулись обратно к обжитым, но отравленным местам. На старых картах эти села есть, на новых их уже нет. И именно по этим исчезнувшим названиям западные аналитики позже и восстановят примерную картину случившегося. Про сам взрыв в Союзе молчали 32 года. За рубеж первое внятное сообщение просочилось только в 1976-м через статью биолога Жареса Медведева в британском журнале. До этого американцы, глядя на спутниковые снимки исчезающих с карт деревень, всерьез гадали, не провели ли русские какие-то военные ядерные испытания. Показательно, что даже профессионалам проще было вообразить секретное оружие, чем поверить в банально перегревшийся бак с отходами. Официально факт взрыва в стране признали лишь в июле 89-го на сессии Верховного Совета. И это, если вдуматься, тяжелее любой цифры выброса. Человек мог прийти на маяк 18-летним пацаном, отработать всю жизнь, выйти на пенсию и состариться, так и не услышав от своего государства ни слова о том, что он видел собственными глазами. 32 года – это дольше среднего трудового стажа. Целые деревни вдоль реки Течи прожили под непонятным статусом, не понимая толком, почему нельзя ловить рыбу и пасти скот там, где отцы и деды это делали всегда. Им говорили про какую-то абстрактную санитарную зону, но что за ней стоит, объясняли крайне неохотно, а часто не объясняли совсем. К слову, взрыв 57-го был не единственной бедой этих мест, а скорее ее пиком. Еще с 49-го комбинат годами сливал жидкие отходы прямо в Течу, а позже часть их отправляли в бесточное озеро Карачай. Карачай накопил такую активность, что его в итоге пришлось консервировать, засыпая бетонными блоками целое озеро под слоем строительного щебня. На самом зараженном участке следа сегодня стоит Восточно-Уральский заповедник. Людям туда нельзя, а звери и растения живут, размножаются и служат живой лабораторией по изучению того, что радиация делает с природой на длинной дистанции. Памятный знак ликвидаторам 1957 года на территории завода поставили только в 2017. Каждое 29 сентября к нему приходят совсем уже старики, часть из которых десятилетиями выбивала себе не деньги даже, а простое признание, чтобы то, что они делали голыми руками на разорванном взрывом комбинате, наконец назвали работой, а не рядовой сменой. Многие из них до конца жизни так и не получили официального статуса, потому что документы о самой аварии оставались закрытыми. А без бумаги доказать, где и чем ты дышал в 57-м, было почти невозможно. Из закрытого уральского города перенесемся в открытый двор в Бразилии, где опасной оказалась не государственная тайна, а обычное человеческое любопытство. Гаяния, 85 год. Частный институт лучевой терапии переезжает в новое здание, а в старом, теперь заброшенном, остается установка для облучения опухолей с капсулой цезия-137 внутри.
Между институтом и хозяином земли идет судебная тяжба. Вывести источник по правилам никто не удосужился, хотя лицензия прямо этого требовала. Так и стоит посреди жилого квартала железный шкаф на колесах. Снаружи ничем не примечательный, а внутри защитной головки, прячущий крайне опасный источник. Пару лет здание понемногу растаскивают на кирпич и металл. Крыша частично обвалилась, стены разбирают, а установка с источником так и стоит на своем месте, потому что она тяжелая и с виду бесполезная. Осенью 87-го двое местных, что промышляли металлоломом, забираются внутрь и выносят часть установки на тачке, приняв ее за выгодный кусок железа. Везли через полгорода, ставили во дворе, пытались раскурочить, чтобы добраться до металла. Через несколько часов обоим стало плохо. У одного распухла и обожглась кисть руки. Ни они, ни врачи, к которым один из них потом обратился, не связали это с находкой. Предположили обычное пищевое отравление. 18 сентября один из них решает разобрать капсулу во дворе и пробивает в корпусе дыру. Изнутри сыплется порошок цвета соли, который в темноте светится ровным голубым светом. Это свечение стоит объяснить, потому что именно оно всех и подвело. Хлорид цезия сам по себе не лампочка. Светиться его заставляет собственная радиоактивность. Частицы, которые вылетают при распаде, возбуждают вещество, и оно отдает эту энергию слабым голубоватым сиянием. Красиво. И крайне опасно. По сути, люди любовались тем, как источник в прямом эфире облучает все вокруг, включая их самих. Дальше происходит то, от чего до сих пор мороз по коже. Остатки установки продают хозяину свалки металлолома. Тот вечером замечает в темной кладовке свечение, и оно завораживает его настолько, что он несет порошок домой, чтобы показать семье. Зовет жену, соседей, родню, будто на маленькое чудо. Люди берут светящееся вещество голыми руками, растирают по коже, кто-то мажет им лицо, кто-то отсыпает щепотку знакомым, как диковинный сувенир. Один человек, по рассказам, показывал светящиеся пятна на своей коже как фокус. За 2 с лишним недели порошок хлорида цезия побывал в десятках домов. Тут сыграла роль еще и химия. Цезий-137 в форме соли растворяется в воде и разносится с пылью не хуже муки. Поэтому загрязнение расползлось не аккуратным пятном, которое можно очертить и оградить, а по всему кварталу. Через одежду, через дверные ручки, через автобусы, через рынок, куда кто-то из носителей успел смотаться за продуктами. Хуже того, попав внутрь организма, цезий ведет себя почти как калий, распределяется по мышцам и тканям и облучает человека уже изнутри, там, где от него не спасет ни одежда, ни расстояние. Именно поэтому те, кто трогал порошок руками и потом ел, не помыв их, пострадали куда сильнее тех, кто просто постоял рядом. Тяжелее всех пришлось 6-летней Летисии, племяннице того самого хозяина свалки. Она поела прямо руками, на которых был порошок, во время домашнего показа светящегося чуда. Обширные внутренние повреждения, отек, выпавшие волосы, отказавшие почки и легкие. Она не пережила облучение и ушла 23 октября. Прощаться с ней пришлось при особых мерах защиты, потому что даже останки еще сохраняли опасный фон. Похожая судьба постигла и молодую женщину, работавшую в лавке, куда занесли часть порошка. Она тоже провела последние недели в изоляции, потому что персонал больницы поначалу боялся к ней подходить, и ее история стала одним из самых цитируемых свидетельств того, как мало тогда знали о помощи при таком поражении. Сам хозяин свалки, с чьего любопытства все завертелось, не пережил случившееся. Ушел на несколько недель раньше племянницы. Его жена, ходившая за ним и жившая все это время в отравленном доме, выжила чудом и долго лечилась. Похороны в городе едва не переросли в столкновение. Люди боялись, что зараженные останки навредят кладбищенской земле, и церемонию проводили под охраной. Всего облучения не пережили 4. У нескольких десятков развилась лучевая болезнь разной тяжести. Те 2, что вынесли установку из клиники, выжили, но заплатили за находку ампутациями. Облученные руки спасти не удалось. Обследоваться пришло около 112 тысяч человек.
а это заметная доля всего города, потому что после огласки началась паника, и очереди к передвижным счетчикам вытягивались вокруг стадионов. Люди боялись, что коснулись зараженной ручки в автобусе или купили что-то на рынке из рук носителя, и, в общем-то, боялись не зря. У 249 человек в итоге нашли загрязнение снаружи или внутри организма. Все зараженное, от диванов и одежды до спиленных во дворах деревьев и снятого грунта, свезли в одно место и захоронили. Набралось несколько тысяч кубометров отходов. Это хранилище нельзя будет трогать не раньше, чем через 300 лет. Ровно через 10 периодов полураспада цезия. А до тех пор кусок земли под бразильским солнцем просто вычеркнут из жизни города. Врачам пришлось лечить то, чему их толком не учили. Цезий из организма выводили берлинской лазурью, тем самым синим красителем. Он связывает атомы цезия в кишечнике и не дает им снова всосаться в кровоток. Сработало настолько хорошо, что схему потом внесли в мировые протоколы. Отдельные бригады чистили город, жгли мебель, спиливали деревья, а с крыш, куда осела цезиевая пыль, снимали покрытие целиком, потому что отмыть его дочисто было нельзя. После Гаяни Международное агентство по атомной энергии заново переписало правила обращения с медицинскими и промышленными источниками. До того момента заброшенная клиника вполне законно могла годами стоять с работающим источником внутри, и спросить за это было не с кого. Разные страны, разные десятилетия, разная природа беды. Где-то государственная тайна, где-то заводское разгильдяйство, где-то чужое любопытство. А сходится все в одной неприятной точке. Опасность в каждом случае была невидимой, и человеческая машина, будь то советская секретность, украинская поликлиника или бразильская частная клиника, пасовала перед этой невидимостью так, как никогда не спасовала бы перед огнем или наводнением. Пожар видно, взрыв слышно, а гамма-излучение можно унести домой в кармане, поставить у детской кровати, растереть по коже, и оно ничем себя не выдаст, пока не станет поздно. И еще одна деталь, которая не отпускает меня сильнее всего. Почти везде первым тревогу поднимал не прибор, а обычный человек, которого зацепила странность. Отец, разглядевший прожженный ковер. Старьевщик, засмотревшийся на голубое свечение в кладовке. Работник, случайно принесший на объект бытовой счетчик. Профессиональные системы, созданные ровно для того, чтобы такое ловить, включались с огромным опозданием, либо не включались вовсе. Самое неуютное во всем этом, что оно не осталось в прошлом веке. По данным тех, кто следит за ядерной безопасностью, по миру до сих пор числятся тысячи так называемых бесхозных источников. Старые медицинские капсулы вроде Гаянийской, забытые заводские уровни меры вроде Краматорского, промышленное оборудование, чьи хозяева разорились, съехали или просто махнули рукой. Всплывают они в самых неожиданных местах и порой годами. В конце 83-го в мексиканском Сьюдад-Хуаресе местный житель разобрал на металл старый никому не нужный аппарат для лучевой терапии с кобальтом-60 внутри. Тысячи крохотных радиоактивных гранул рассыпались по грузовику и по свалке, поехали в переплавку и из этой зараженной стали успели наделать строительную арматуру и ножки для столов. Часть готовой продукции разъехалась по Мексике, часть ушла в Соединенные Штаты Америки и Канаду. И все это тихо фанило, пока не сработала слепая удача. Груженный арматурой грузовик заблудился по дороге и случайно остановился прямо у Лос-Аламосской лаборатории, где стояли чувствительные детекторы. Не заблудись, водитель, историю нашли бы намного позже и по куда более печальным признакам. Каждый такой источник – это еще не случившийся Краматорск или еще не найденное Гаяния, которое пока не встретило своего любопытного сборщика металла или дотошного отца с вопросами. Где-то прямо сейчас лежит очередная капсула. И вся разница между экспонатом под стеклом и новой тихой трагедией упирается в одну простую вещь. Окажется ли рядом человек, которого зацепит странность, и хватит ли ему упрямства не отмахнуться от нее, как отмахивались все до него?